Привет. Сегодня у нас необычный расклад. Посмотрим, чё ж ты не спишь-то. Так вот, долгий ящик, я думаю, откладывать не будем. Просто так минут на 30 расскажу. Приходи в проживание арканов, приходи в манифест, приходи в эзотерическую библиотеку, приходи обучаться колодам точечным. Это, кстати, доступно на уровне проживания арканов. Приходи в закрытые расклады, приходи в марафоны, приходи. Кто не пришел, тот, наверное, этот расклад и смотреть не будет. Ладно, хотя наоборот, кто арканы проживает, они сладко спят и причмокивают еще. Итак, давайте сразу скажу, ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. Скоро я все закрою. Закрою доступ, я имею в виду, будет закрытый доступ. Кто успел, тот успел. Итак, бессонница. Давайте к единичкам попремся. Единичка. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я чего-то не забыл, потому что старый, хоть и голос молодой, да? Но что скрывается в тени твоих бессонных ночей? Кстати, вопросы придумывал, сам не спал, 2-3 часа ночи было. Ну, а ты не спишь, потому что ты в прошлом живешь. А как я тебе по-другому скажу? Каждую ночь у тебя в голове моменты из там детства, из юношества, когда вот было хорошо и спокойно. Помнишь, как вот мама твоя читала тебе сказки перед сном, как там папа носил тебя на руках, как бабушка пирожки пекла. Вот эти воспоминания, они не дают тебе уснуть. Потому что, сразу скажу, ты большинство людей уже, как сказать, потеряла. И сейчас ты стала успешной женщиной, многого в жизни добилась. У тебя работа хорошая, квартира, машина, деньги и так далее. Все подруги тебя уважают, коллеги тебя ценят. Но все вот эти достижения, они не принесли тебе того тепла, которое в детстве было. А проблема в том, что ты постоянно себя накручиваешь. Лежишь в постели и думаешь: вот если бы я тогда вот в прошлом поступила по-другому, если бы там с мамой не поссорилась, если бы не переехала в другой город. И в итоге ты живешь в мире, который называется «если бы». Не в реальности, вот в том мире. И вот твоя бессонница — это тоска по тому времени, когда ты была вот защищена и любима просто потому, что ты есть. И сейчас тебя любят там за твои достижения, за то, что ты можешь дать людям. А вот тогда любили просто так. И вот эта потеря безусловной любви, она грызет тебя изнутри каждую ночь. Как твои сны пытаются прорваться через эту пытку? Ну, знаешь, твое подсознание, оно пытается показать тебе новые возможности. Оно вот знает, что ты можешь начать все заново, что ты можешь построить ту жизнь, которая принесет тебе покой. Но ты ж не слушаешь вот эти сигналы, потому что ты слишком занята переживаниями о том, что было, о прошлом. А еще твои сны хотят показать тебе, что пора разрушить старые представления, как вот должна выглядеть твоя жизнь. Потому что я объясню. Потому что, ты знаешь, ты долго жила по чужим хотелкам. Ну, если проще говоря, по чужим правилам. То есть родители сказали вот на это учиться, ты училась. Общество, там, подруги и так далее сказали, что нужно карьеру делать. Ты делала. Но проблема в том, что... Проблема вообще в одном вопросе. Знаешь, какой? А чего ты сама-то хочешь?
И проблема сейчас, ты боишься этого разрушения. Тебе страшно признать, что ты годы жизни потратила на то, что тебе не подходит. Ну, не хотела быть ты юристом, не хотела быть ты тем, кем работаешь. И работа, которой ты сейчас гордишься, она на самом деле тебе радости не приносит. Люди, которых ты считаешь друзьями, общаются только вот по необходимости. И вот твое подсознание, оно тебе кричит, что пора кардинально меняться, дуй в проживание к деду. Ну, это я так шучу уж. Потому что ты все равно не придешь, те, кто надо, уже пришли. Поэтому бросай вот эту показную жизнь. Переезжай туда, где хочется жить. Занимайся тем, что действительно нравится. Общайся с теми, кто тебя понимает. Но ты этих призывов от самой себя не слышишь, потому что ты боишься потерять то, что так трудно строила. Что тебе мешает окунуться в глубокий целительный сон? Ну, отдохнуть ты пытаешься, но не можешь. И вот когда ты вечером ложишься в постель и думаешь, вот сейчас как сладко засну, расслаблюсь, мозг отключу, посплю. Но вместо вот этого ты начинаешь анализировать прошедший день, планировать завтрашний день, переживать о проблемах. Твой мозг, он не умеет переключаться в режим отдыха. А еще ты живешь в постоянном движении. Даже вот когда ты лежишь в кровати, твоя энергия, она бурлит. И ты думаешь о том, что завтра нужно сделать, чего хотелось бы сделать, что нужно закончить, каким людям надо позвонить. Ты знаешь, ты как робот, который не может остановиться. Вот твоя проблема в том, что ты не различаешь день и ночь. Днем ты работаешь в бешеном темпе, там решаешь кучу задач, общаешься с людьми, а ночью пытаешься в том же темпе обдумывать все, что произошло. То есть ты не даешь себе времени на переход от активности к покою. И самое плохое, что ты считаешь, что если ты остановишься, то потеряешь контроль над жизнью. Что если там анализировать не будешь все и планировать, то что-то важное упустишь. Поэтому даже ночью ты расслабиться не можешь. Твой сон, он превратился вот, знаешь, во что? Вот в продолжение рабочего дня. Только в твоем вот этом горизонтальном положении. Как победить бессонницу? Вернуться к семье. Вот не то, что переезжать к родителям, нет, нужно восстановить со всеми родными теплые отношения. Перестань обижаться на прошлое, начни ценить то, что есть сейчас. Твоя мама стареет, а ты тратишь время на глупые обиды вместо того, чтобы проводить с ней время. Начни там домой ездить регулярно, родителям звонить, интересоваться делами ихними. Слово их не есть, потому что не путайте кураптоновский язык с русским языком. И знаешь, не нужно вот, как сказать, отчитываться о своих достижениях родителям. Понимаешь, как дочь. А вот веди себя как взрослая женщина, которая стать хочет вот частью семьи. И вот это даст тебе вот это чувство защищенности, которое тебе очень сильно не хватает. И свое дело найди. Нужно. Вот знаешь, я имею в виду не бизнес, да, ну, возможно, и бизнес, но вот такое дело, которое тебе радость приносит. Может быть, это там какая-нибудь параллельная профессия, может, хобби просто, которое со временем, конечно, станет работой. Но обязательно что-то, что вот заставит тебя просыпаться утром с улыбкой. И самое главное, научись руками работать. Твоя голова, я объясню, вот она перегружена, понимаешь, а руки простаивают. То есть займись чем-то физическим, там, готовкой, рукоделием, пироги пеки, борщ деду свари. Вот. И когда вот руки заняты делом, да, то, соответственно, мозг автоматически успокаивается. Картину пиши. Понимаешь?
И ты сможешь уснуть не от усталости, а вот от приятной расслабленности. То есть для тебя физический труд — это на данный момент лучшее снотворное для твоего перегруженного мозга. Но физический труд — это чем-то не полезным, а чем-то, что нравится. Понимаешь, картин пиши, еще раз говорю. Итак, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечкам даже трактовать не нужно. Напомню, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я какой-то вопрос не забыл. И тут понятно, да, по картам. Ты не спишь, потому что ты в новом месте, да, переехала. И твоя психика, она не может успокоиться. Ты вот, как сказать, вот, ты вот думала, что смена обстановки поможет тебе новую жизнь начать. Но вместо этого твой мозг впал в панику, поэтому не спишь. Он постоянно у тебя сканирует вот это новое пространство, проверяет каждый звук, каждую тень, каждую милипусечку. И твое подсознание, оно воспринимает новое жилье как потенциальную угрозу. В итоге лежишь в постели и чувствуешь, что вот, как сказать, контролируешь каждый пролет комара. Слушаешь и комара, и холодильник, и часы, и соседей. Все. Вот твой мозг, он работает в режиме боевой готовности, потому что он еще не признал это место безопасным, понимаешь? Вот в старом доме ты знала там каждый звук, да, каждую мелочь, а здесь все новое и непривычное. И еще одна проблема — это ты постоянно мчишься куда-то в своих мыслях. Даже лежишь в кровати, сразу планируешь завтрашний день. Думаешь про работу, обустроить жилье новое. И вот этот твой внутренний двигатель, он не может остановиться. Ты привыкла все время быть в движении, решать задачи, спешить быстрее, быстрее, и вот это все. И вот переезд, он активировал в тебе вот, как сказать, древний инстинкт выживания. То есть твой мозг, он думает, что ты в незнакомой местности, где нужно постоянно быть начеку. Поэтому он тебе не позволяет тебе ни расслабиться, ни уснуть нормально. Ему кажется, что сон в новом месте — это равносилен этому плохому веществу. Как твои сны пытаются прорваться через эту пытку? Ну, знаешь, подсознание, оно пытается показать тебе, что ты вот слишком активно тратишь энергию, и при этом ты испытываешь нехватку ресурсов. То есть подсознание, оно знает, что ты бросаешься решать все проблемы сразу. То есть и хватаешься за 10 дел одновременно, и пытаешься везде успеть, хотя ты, как сказать, нигде не успеешь, если за двумя зайцами гнаться. Ты как человек, который вот пытается пожар тушить, но вода кончается. Вот примерно вот так. И вот твои сны, они хотят сказать, что остановись, ты выгораешь. Ты переехала и сразу захотела все идеально сделать. Там ремонт, мебель, с соседями знакомства, новые магазины где поблизости. То есть ты бежишь как угорелая, а твой организм, он передышки просит. Но ты ж не слушаешь его сигналы. И знаешь, еще подсознание, оно показывает тебе вот страх бедности. То есть, я объясню. Вот смотри, переезд, он стоил тебе больших денег. И теперь ты боишься, что ты не сможешь себе позволить нормальную жизнь, ну, в новом месте. И поэтому лежишь ночью, и про деньги думаешь, и траты планируешь, и вот это все переживание у тебя все вкупе.
Твои сны, они пытаются тебе, вот как сказать, дать понять, что нужно темп снизить, нужно о себе позаботиться, о своей психике. Ты так увлеклась обустройством новой жизни, что ты забыла про свои, базовые потребности. Ты не ешь нормально, не отдыхаешь нормально, времени себе на адаптацию тоже не даешь. А организм протестует бессонницей, требуя, как говорится, внимания к себе. Что мешает окунуться в глубокий сон? Ну, знаешь, уснуть не можешь, потому что стало слишком подозрительно. Переезд, он, знаешь, он заставил тебя включить вот этот вот режим максимальной бдительности. Каждый звук, каждое движение соседей, каждую тень за окном ты все анализируешь. Твой мозг, он работает сейчас как детектор, который ищет опасность там, где ее вообще нет, понимаешь? Это вот как детки маленькие боятся же там темного чулана и так далее. Вот точно так же. А еще ты постоянно готовишься к бою с проблемами неизвестными. То есть, я объясню. Вот смотри, лежишь в кровати, да, и думаешь, а что завтра, если вот это случится? А что, если сломается вот это? А что, если соседи окажутся плохими? А что, если на новой работе не приживусь? Ты воюешь с призраками, которые существуют у тебя только в голове. Понимаешь? Ты в солдата превратилась, который территорию свою охраняет, обходит. И вот каждый день мысленно ты обходишь свое вот это жилье новое, новый город, возможно, новую страну, и проверяешь все замки, проверяешь все углы. Тебе кажется, что если ты расслабишься, то вот что-то плохое обязательно произойдет. Поэтому ты себе право на полноценный отдых не даешь. Как бессонницу победить? Ну, ритуал благодарности делать. Вот за прошлый день. Я объясню. Вот смотри. Вечер наступает, берешь ежедневник и каждый вечер записываешь 3 вещи, которые тебе удались сегодня. То есть что получилось? Не обязательно глобальное достижение, а вот простые мелочи. Например, там я поела вкусно, я поговорила с подругой, я там магазин рядом с домом нашла хороший. Это поможет твоему мозгу переключиться с режима поиска проблем на режим признания успехов. Понимаешь? И планировать свое будущее начни на новом месте. Не завтрашний день, а вот долгие цели. Ну, долгосрочные. Куда ты в отпуск хочешь поехать там, когда ты придешь в проживание арканов, с кем ты подружиться хочешь. Вот когда у тебя есть четкий план на будущее, мозг у тебя расслабляется, потому что он видит направление движения. И знаешь еще, финансовую подушку эту безопасности тебе надо сделать. Твоя бессонница, она, знаешь, она во многом связана со страхом деньги потерять. Понимаешь? Начни откладывать даже вот копеечки. Ну, то есть небольшие суммы на случай на каких-нибудь непредвиденных расходов. Когда ты начинаешь вот это вот делать, да, запас денег, то тревога автоматически снижается. И найди способ другим людям помогать. Твоя энергия, я тебе объясню, она направлена сейчас только на себя, на свои проблемы, на свои страхи. Ничего позитивного, только негатив. И вот когда ты начинаешь делать что-то полезное для других, то твой мозг переключится с собственных переживаний на какую-то внешнюю активность, понимаешь? Там бабушке, соседке помоги, как называется-то, сумки донести. Подругу поддержи. Вот позвони. По-любому у тебя есть подруга, которая вечно ноет. Позвони, выслушай, дай совет. Главное для тебя выйти из замкнутого круга собственных тревог и направить энергию во внешний мир. Все просто. И будешь спать, поживать и добра насыпать. Давайте перейдем к третьему варианту.
У троечек вечно. Вечно не как у людей. Не спят, потому что любовь большая закончилась. А что тут трактовать? Но это не просто отношения, а вот, как сказать, вот именно вот эта глубокая связь, которая смысл жизни давала, она закончилась. Ты была женщиной, которая умела любить по-настоящему, себя полностью отдавать, создавать уют, тепло для близкого человека, борщи, та-та-та-та. И вот эта часть твоей жизни, она завершилась, причем навсегда. И лежишь ты сейчас ночью и не можешь понять, кто ты теперь есть. Раньше ты была чьей-то женой, чьей-то подругой, чьей-то опорой. А теперь ты просто сама по себе, и это тебя пугает. Причем до жути пугает. Ты привыкла себя определять через отношения с другими людьми, а не через свою собственную личность. И вот сейчас твое подсознание, оно переживает, как сказать, настоящую смерть старой тебя. То есть та, которая жила, заботилась о ком-то, растворялась в других людях. И вот эта версия тебя, она умерла. И теперь нужно заново рождаться. Но ты не знаешь, какой будешь в новой жизни. И самое страшное, что ты боишься, что больше никого не полюбишь так сильно, как этого человека, что глубина чувств, которая у тебя была, это была там единственная и неповторимая любовь. Вот ты лежишь и думаешь теперь, а вдруг я теперь буду как робот жить? Без эмоций, без этой, как ее, близости настоящей. И вот эта мысль тебе не дает уснуть, потому что любовь, она была твоей главной силой, движущей по жизни. Как твои сны пытаются прорваться через эту пытку? Ну, знаешь, твое подсознание, оно хочет сказать тебе, что снова стать молодой душой нужно. То есть, я объясню, оно видит, подсознание твое, что ты слишком серьезно к жизни относишься, слишком много анализируешь, слишком боишься ошибиться, особенно в планах любви. А нужно же просто начать жить легко, без тяжелых мыслей о прошлом, о будущем и так далее. И вот твои сны, они хотят вернуть тебя вот, как сказать, вот в компанию подруг. Потому что ты так зациклилась на своих переживаниях, что забыла о людях, которые тебя любят просто так. Не за то, что ты им там что-то даешь, а за то, что ты есть. И вот твоя душа, она скучает по настоящему близкому общению, по смеху, просто над глупыми какими-нибудь шутками. Понимаешь? Подсознание, оно тебе показывает, что нужно вернуться к радости, потому что ты слишком грустной жопкой стала. Слишком ты погружена вот в свои проблемы. А ведь оглянись вокруг. Сколько у тебя поводов для веселья. Но ты не хочешь, ты страдать хочешь. А что поделать? Тебе нужны новые знакомства, интересные события, встречи с подругами, пусть даже пьянки до утра с подругами. Просто чтобы вот, как сказать, по-другому скажу, твоя душа праздника требует, понимаешь? А не вот этих бесконечных сопли. Ну, извини меня, а как ты хотел? Хочешь, чтоб я тебе врал, тогда это на другой канал. Вот твои сны, они говорят, что сидеть дома одной хватит. Нужно в мир выходить, с людьми встречаться, мыслями, чувствами делиться, а не смотреть из расклада в расклад его мысли, чувства, действия. Он не вернется, и он тебе нахер не упал. Вот прям вот так, да. Можешь обидеться, можешь отписаться, но это правда. Ты слишком замкнулась в себе, и это твою психику понимаешь? Ладно, я не предвзят. Хочешь страдать, страдай, но не страдай.
Что мешает тебе окунуться в целительный долгий сон? Но уснуть не можешь, потому что слишком много ответственности лежит еще вдобавок ко всему. То есть ты стала человеком, которому все ноют. На работе ты решаешь не только свои задачи, но и чужие проблемы. Дома занимаешься не только своими делами, но и делами всей семьи. Ты как этот атлант расправил плечи. Откуда я это знаю? Не знаю. Вот. И еще ты достигла всего, чего хотела. Теперь ты не знаешь, что делать дальше, кроме вот этого мудака, который ушел. У тебя работа есть, крыша над головой есть, стабильный доход есть, есть что есть. Все цели, которые ты перед собой ставила, они выполнены. И вот у тебя теперь лежишь ночью, и мозг твой цепляется вот за этого мудака, потому что единственное, что в твоей веселой, я извиняюсь за выражение, твоей жизни, единственное, что происходит, это ушел мудак. И все. И в голове еще, а зачем это все было? Жить начни. Ты знаешь, проблема твоя вот. Я знаю, что троечки сегодня на меня материться будут. Ну и чё? Хочешь вранья, иди там тебе где-нибудь на другом канале скажут, что ты умничка и все, молодец. Нет, не умничка, ты и не молодец. Твоя проблема в том, что ты стала слишком взрослой. Ты забыла, как вот мечтать о чем-то невозможном, да, там о собственном острове, например. Как планы строить на будущее, как верить в Деда Мороза, в Новый год. Твоя жизнь на данный момент предсказуема и скучна. Каждый день он повторяется. Этот сурок, сейчас вспомню название. День сурка. Вот, твоя жизнь — это день сурка. Каждый день день сурка. У тебя каждый день одинаковый, каждая неделя одинаковая. Летом ждешь осень, осенью ждешь зиму, зимой ждешь весну, и всегда у тебя зимой планы на лето, но лето уже половина прошло, а ты ни хера не сделала. Вот такая вот веселая у тебя жизнь. И это все убивает твою душу. Ты знаешь, ты боишься, что твоя жизнь уже закончена, что все самое интересное уже позади, что впереди только старость, болезни и эти ноги скрипят, забыл, как называется. Ну, ты поняла, да? Скрипит все. И вот эта мысль, она парализует тебя, не дает расслабиться. И ты лежишь и считаешь, сколько тебе лет осталось, что ты еще не успела сделать, что уже там невозможно исправить, что этот мудак ушел. И вот ты сама себя загнала в старость. Здравствуй, бабулька, я твой дедулька. Ты молодая. Ты молодая старушка. Вот я не знаю, как по-другому назвать. Ты молодая старушка, которая себя уже похоронила почему-то. Но так же нельзя. Иди вот возьми в проживании, иди, зайдешь в первого шута и покажешь всем, как жить по-настоящему. Бабушка 86 лет. Я не устаю про нее говорить, потому что она мой кумир. 86 лет пришла в проживание, зашла в шута, полетела на Мальдивы. Никогда там не была. Как бессонницу победить? Интуицию развивать, по-другому никак не скажешь. То есть постоянно анализировать перестань и начни чувствовать. Твой мозг, он же перегружен всякой информацией, всякими вот этими твоими мыслями, планами, давай мы себя закопаем, давай. Твоя душа хочет просто ощущать мир вокруг себя. Научись свое тело слушать. Научись свои эмоции слушать, свои предчувствия слушать. И вот давай вот так вот. Каждый вечер перед сном медитируй. Хотя бы там 10-15 минут. Вот просто не думай ни о чем, просто дыши, слушай тишину или зайди вон там в описании к видео есть ссылка на телеграм-канал. Ты можешь зайти и там найди по разделу «Музыка».
там написано 999 Герц. Вот включи себе вот эту музыку. Включи. Это высокие вибрации, это вибрации ангелов. Это тебе поможет. Как минимум хотя бы это. Музыка, она там, не помню, минут 20-30. Вот не думай ни о чем. Ляг, наушники вруби и включи вот эту музыку. Ты вообще себя по-другому почувствуешь. Понимаешь? И вот когда ты научишься мысли свои отключать, сон сам придет. И, конечно, нужно поверить в лучшее будущее. Ты знаешь, ты слишком зациклилась на том, что все хорошее уже прошло. Но это же не так. Впереди много интересного, много возможностей для счастья, которые ты, как сказать, стараешься даже не видеть. А нужно только всего лишь научиться их видеть. Понимаешь? Начни записывать свои мечты. Не планы, нет, мечты. Там, куда бы ты там хотела поехать, чем ты хочешь заниматься, с кем ты хочешь общаться и так далее. Пусть это будет даже нереально сейчас, но записывай. Главное в тебе зажечь огонек надежды. То есть веру в то, что лучше еще впереди, вот как раньше было. Когда у тебя есть мечта, то бессонница, она уходит, потому что ты хочешь поскорее проснуться и двигаться к своей мечте, понимаешь? Хочешь прям совсем сильно, приходи в проживание арканов. Ты это все в первом аркане проживания сделаешь. Ну, то есть в шуте. Так-то он нулевой аркан, а то мне сейчас будут писать: ой, дед, я знаю, что нулевой, но он первый в проживании. Приходи, обязательно приходи и ничего не бойся. И помни, что дед с тобой рядом.